Всем доброе утро. Начинаем нашу традиционную еженедельную встречу. И по традиции начнем ее с видео про моего любимого сотрудника. В компании Dodo Pizza я занимаюсь тем, что руковожу отделом технической поддержки пользователей Dodo AES и подбором оборудования для наших пиццерий. Это вот компьютеры, видеонаблюдение, там, телевизор, планшет и все остальное. В Dodo было классно то, что даже еще в те времена, там 11-12 год, я уже не помню просто в каком году я тогда работал, люди были очень крутые. Спрашивают: ребята, кому есть 18 лет? Ну, там как бы я, еще пару человек руки подняли. Так, ты идешь на кассу. И ко мне пришли мои институтские товарищи. И они такие мне руку тянут, типа: Илюха, здорово. А я как бы тогда понимал, что за руку с людьми здороваться нельзя. Я так тихонечку кулак начал выставлять. И, по-моему, даже это от меня пошло, что как бы на кассе можно здороваться через кулачок, вот так вот стукнуться. Я работал специалистом технической поддержки в разных компаниях. Каждый день бегать к в разные бюджетные организации, налоговые там всякие, там пенсионные фонды и все остальное, чтобы там какой-нибудь бабушке поднять неработающий принтер или что-нибудь в этом роде. И на протяжении 1,5 лет я работал там, где я не хотел работать совсем. Познакомился с такой субкультурой, как стриминг, как комментирование вот этих вот киберспортивных чемпионатов. Познакомился с чуваком, который, находясь в Донецке, тоже играл в доту. И потом мне говорит, типа: чувак, у нас в Донецке будет турнир, и к нам приедет тот самый Вилат. Ну, Вилат — это самый крутой СНГшный комментатор доты. Я вроде бы даже с ним буду комментировать. Даже хотя бы просто посидеть с Вилатом было бы, ну, как бы внеземным счастьем. А тут еще и покомментировать с ним. Мне мой друг говорит: я не смогу сегодня комментить, ты можешь меня подменить? Это был первый опыт, когда я начал комментировать доту. И я тогда уже начал пытаться пробиваться в другие мелкие небольшие турниры для того, чтобы хоть какой-то опыт заработать и как бы выходить на более высокий уровень. Пытается здесь как-то раскатить пацанов, приходит на помощь ему Гуля и Брюмастер. Брюмастер вместе с Гулей убивает Марту, убивает еще и Акса. Акс байбекается у Марты. Но все тогда было намного проще, пока ты учился в институте. Ребята все супер вовлеченные, ребята всегда полностью отдаются работе, и с ними очень комфортно работать. Много чего от нас не зависит. Мы даже удаленно банально не можем переустановить Windows, если только по телефону команды не давать точные, что делать. Я молниеносно ночью поднимал трубку телефона и просто сонно, без удаленного подключения, помогал нашему партнеру, говорил, что нужно настроить в интернет-эксплойере, чтобы чеки начали печататься. Девушка управляющая, Татьяна, по-моему, ее звали, и она прям такая звонит и говорит: какого у меня ничего не работает? Я такой: я не понял, но это не под запись. И представим новичков. Игорь Щекотихин присоединяется к команде бизнес-девелоперов. Игорь по образованию военный переводчик с китайского с английского и 5 лет жил в Турции и 3 года в Китае. Константин Аганесов присоединяется к команде R&D. Константин родом из солнечного Тбилиси, и он считает, что именно это повлияло на выбор его профессии. И Асия Алексина присоединяется к команде колл-центра. Асия мечтает выучить киргизский язык. Если кто знает, помогите. Меня зовут Саша Черный, и я лидер проекта «Кастомизация». Сегодня я расскажу о новом трекере и зачем он нужен. Небольшое интро. Что такое трекер? Это часть нашей информационной системы, которая помогает нашим пиццемейкерам знать, какой продукт и в каком размере и в каком составе приготовить. Трекер сейчас выглядит так. Мы умеем готовить стандартные продукты, мы научились готовить пиццы с удаленными ингредиентами и даже в декабре научились готовить пиццу из половинок. Но в рамках проекта кастомизации у нас есть совершенно новые продукты. Допустим, пицца из половинок с удаленными ингредиентами, измененный рецепт пиццы и
своя собственная пицца, и текущий интерфейс не позволяет сделать так, чтобы вся эта информация на трекере была доступна пиццамейкеру, и он мог ее быстро считать. Поэтому мы понимаем, что нам нужен новый интерфейс для решения этих задач. Но тот интерфейс, который вы видели, он у нас практически с самого открытия с небольшими изменениями. И когда у людей забираешь то, к чему они долго привыкли, можно получить негатив. Все помнят вот это? Да, и вот это, и вот это. И это даже не самая большая проблема, с которой мы можем столкнуться, это же всего лишь симптомы. А основное, то, что нам нужно решить при переходе на новый интерфейс, это то, что пиццамейкеры не должны заметить перехода на новый интерфейс, должны просто продолжить так же работать. Им не нужны никакие дополнительные инструкции, он просто включается и продолжает работу. Следующее — это то, что у нас уже 12 стран, больше 450 пиццерий, и в каждой из этих пиццерий установлено различное оборудование, и этот трекер должен нормально отображаться и работать на всем этом оборудовании. И следующее — это то, что мы создаем, должно быть гибким под следующие какие-то изменения. Например, если мы захотим начинять пиццу после печи, новый трекер должен быть к этому готов. И исходя вот из этих всех требований, наша команда и команда Digital Design Team создала тот интерфейс, о котором мы мечтали. Здесь создан самый сложный сценарий, здесь пока сложно что-то вам объяснить пока. На пиццемейкером все понятно. Смотрите. Из-за того, что это новое решение, мы старались использовать некоторое дизайн-мышление для того, чтобы пиццамейкеры могли быстрее считывать всю информацию. Например, отображение ингредиентов на новом трекере равно отображению ингредиентов в новой схеме начинения. Это был такой длительный ход. И тем самым пиццамейкер будет считывать информацию гораздо быстрее, у него будет меньше возможностей ошибиться. И вот то, что я показал, это довольно-таки большое изменение, и нужно сделать так, чтобы мы не словили тот самый эффект стены и то, что ее нужно вернуть, и нам нужно внедрить этот интерфейс. Как мы это делаем? Мы берем весь текущий функционал трекера, который сейчас уже существует в системе, и переносим его на новый интерфейс. Что нам дает этот тест и этот шаг? Мы делаем так, чтобы пиццамейкеры могли спокойно перейти на новый интерфейс без каких-либо изменений. И этот тест мы запустили на прошлой неделе в 5 пиццериях. Что мы меряем во время этого теста? Во-первых, поскольку это новое решение, мы должны технически проверить его стабильность. И самое главное, то, что мы проверяем, это как раз-таки ту же самую дружелюбность. Пиццамейкер должен быстро понимать трекер, и, соответственно, это мы можем измерять через скорость производства, и количество брака не должно увеличиться. И вся эта коллаборативная работа и движение шага за шагом позволяет нам создать именно тот трекер, который мы заслужили. И в честь 1 апреля передаю слово Спартаку.